Вот это да! Посмотрите, у обновленной BMW 7 серии полностью новая фирменная решетка. Сегодня разберем, что изменилось снаружи, внутри и по технологиям. Будут версии с обычным ДВС, подключаемый гибрид и полностью электрическая i7. С томосом авточувства в 4К на весь экран и без купюр. Поехали! И главный вопрос, может ли новая 7 серия снова считаться королем люкса? И стала ли она сильнее обновленного Mercedes S-класса? Сейчас выясним. И вот эта фирменная решетка, как по мне, стала менее вызывающей. Не знаю, согласитесь ли вы. Особенно с подсветкой, но теперь передок выглядит спокойнее. Раньше было ощущение, будто он прямо кричит. Смотрите на меня. Ну, вы понимаете. Сверху решетка закрыта, хотя перед нами версия с обычным двигателем. Это 740. А снизу активные заслонки воздухозаборника. По центру капота сделали вот такую штамповку. BMW называет этот элемент Welly, что-то вроде центральной ложбины. И похожий мотив мы еще увидим сзади. Важно, что бензиновая 7 серия и электрическая i7 теперь выглядят почти одинаково. Здесь кристаллические дневные ходовые огни, а основные матричные фары стоят ниже. Кузов двухцветный. Можно заказать и обычную однотонную окраску без проблем. У этой машины снизу оксид грей, сверху черный цвет, плюс отдельная разделительная линия. Представляю, сколько с этим возни на покраске. Колеса от 20 до 22 дюймов. Здесь стоят 21 и выглядят они, по-моему, очень удачно. Длина осталась прежней, 5 метров 39 сантиметров. Классический большой седан BMW 7 серии. Ой, у нас уже есть для вас эффектная функция. Автоматические двери я вывел на отдельную горячую клавишу. Вот сюда. Нажимаем и вуаля, можно открыть все двери сразу. Чуть позже подробнее разберем интерьер. Кстати, BMW Center Screen здесь тоже обновили. А теперь снова зажимаю эту кнопку и все двери закрываются. Вот так, технологии в действии. А теперь задняя часть. Дизайн здесь полностью новый. Возможно, вы помните. Про дорестайлинговую версию некоторые даже говорили, что там есть отсылки к эпохе Криса Бенгла, будто крышка багажника просто лежит сверху на кузове. Теперь такого ощущения вообще нет. Все выглядит гораздо более цельно и органично. Фонари стали шире и вытянуты по горизонтали. Это визуально добавляет корме ширины, хотя сама машина шире не стала. И та самая центральная ложбина спереди повторяется здесь сзади. Камера теперь справа, кнопка открывания большого багажника слева. Я сейчас покажу его одним глазком, а чуть позже сниму все размеры. Спинки сидений здесь не складываются, зато есть лыжный лючок, об этом тоже скоро расскажу. По технике. Пневмоподвеска теперь входит в стандартное оснащение. За дополнительную плату можно взять полноуправляемое шасси. Тогда задние колеса поворачиваются в противоположную сторону относительно передних. Для такой машины это действительно нужно, чтобы она стала маневреннее в тесных местах и на парковках. Ну, только если вам всегда везет с парковочными местами. Теперь о силовых агрегатах. За пределами европейского рынка, например в Северной Америке, доступны заднеприводные версии с 3-литровой рядной шестеркой. Полный список моторов, как обычно, найдете в описании. Иногда, честно говоря, мне не хватает терпения ждать, пока электрическая дверь откроется, и я открываю ее вручную. Вот почему я не самый большой фанат автоматических дверей. Да, это люксовая функция, но иногда она все же раздражает. Что касается нашей машины, это 740. BMW больше не использует букву I в конце названия бензиновых версий, потому что теперь она зарезервирована для электрических моделей. Так что перед нами 740 X-Drive, 3-литровая рядная шестерка, 400 лошадиных сил и разгон до сотни за 5,1 секунды. Как я уже сказал, на некоторых рынках для этой версии доступен и задний привод. Кстати, чтобы капот нормально закрылся, его нужно довольно сильно хлопнуть. На базе этого же мотора построены подключаемые гибриды в двух вариантах мощности. Чуть позже мы покажем топовую гибридную версию с особой окраской, и выглядит она действительно очень эффектно. 3-литровый 6-цилиндровый дизель тоже остается в линейке, а позже, насколько я слышал, снова появится M-Performance версия с 8-цилиндровым двигателем. А вот i7 получил, пожалуй, самое крупное обновление. Батарея стала больше на 10 кВт-часов и теперь составляет 112,5 кВт-часа. Это даст больше запас хода. Немного улучшили и эффективность. Так что для i7 это приятный апгрейд. Зарядка, правда, остается не самой быстрой. С 10 до 80% 29 минут. Потому что это все же рестайлинг, а не полностью новое поколение.
Поэтому машину не перевели на 800-вольтовую архитектуру, здесь по-прежнему 400 вольт. Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током 250 кВт. Это был общий технический обзор. Так, теперь капот тоже закрылся как надо. Теперь заглянем в интерьер, потому что здесь тоже есть новости. Электрически открыть дверь можно прямо с брелока. Можно и потянуть за ручку вот здесь, иногда срабатывает, иногда нет. Да, с этими дверями так бывает. Но это не только у BMW, у других производителей та же история. Я вообще люблю закрывать двери по старинке хлопком, но здесь это почти невозможно. Двери тяжелые, плюс сопротивление воздуха. Зато есть доводчик с мягким закрыванием. Давайте покажу еще раз, вот так. Та-дам! Когда берешься за ручку изнутри, с обратной стороны чувствуешь приятную обратную связь. Дверная карта полностью обтянута мягкими материалами. Здесь новая аудиосистема Bowers & Wilkins, 36 динамиков, и сегодня мы ее тоже протестируем. Клавиши регулировки сидений по-прежнему двигаются. Это на самом деле очень приятное тактильное решение. Качество сборки тоже хорошее, вот эта нижняя часть еще будет обновлена. Перед нами предсерийный автомобиль. На серийной машине низ будет выглядеть так же премиально, как верхняя часть. Руль здесь новый. Он пришел из новой классы от AX3 и i3. Разница в том, что в этой машине белый руль выполнен из натуральной кожи, тогда как в AX3 и i3 используются материалы без животного происхождения. Сделано это просто по традиции. Технических или логических причин здесь нет, потому что на ощупь материалы, если честно, практически одинаковые. Можно выбрать спортивный руль. В черном цвете он тоже доступен без материалов животного происхождения, как в AX3 и i3. Еще есть M-Sport руль со спицами в нижней части. А эти интегрированные кнопки подсвечиваются и появляются только тогда, когда ими действительно можно воспользоваться. Сиденье тоже можно заказать в материале веганца. Это вариант без натуральной кожи. Но конкретно здесь установлены кожаные сиденья. Единственный печальный момент – веганца недоступна с вентиляцией. Эта функция есть только для кожаного салона. Для другого варианта, видимо, про нее просто забыли. Садимся внутрь и отодвигаем сиденье назад. При моем росте 1,89 м или 6 футов 2 дюйма над головой еще остается немного места. Но видно, что платформа рассчитана и на батарею в нижней части кузова, поэтому сидишь здесь не слишком низко. Тем не менее места хватает. И посмотрите, как красиво все отделано. Потолок и стойки изнутри обиты микрофиброй. Такой же материал используется, например, на солнцезащитных козырьках. Правда, выдвижной секции у них нет. Рулевая колонка регулируется электрически и по высоте, и по вылету. Управление находится слева от руля, а внизу ручка механического открывания дверей. Ее сделали крупнее, чтобы в случае необходимости вы легко нашли ее и открыли дверь вручную. И вот полностью новый кокпит BMW 7 серии, перенесенный из... О, голосовой ассистент уже начал слушать, потому что я произнес BMW. Так вот, кокпит перенесен из BMW X3 и i3, но с некоторыми особыми функциями, скажем так. Новый руль вы уже видели, да, по форме он вызывает споры. Но должен сказать, хват под большие пальцы здесь чрезвычайно удобный. Руль отлично контролируется. Лично я, наверное, выбрал бы не эту версию, а спортивный руль без материалов животного происхождения, а в X3 и i3 я бы взял M-Sport руль со спицами в нижней части. Так что в конфигураторе с этим можно будет поиграть. Здесь такой же вырез под экран мультимедиа. Форма уникальная и интересно, как этот элемент вписывается в общий дизайн интерьера. Особенность именно 7 серии – экран перед пассажиром. Он утоплен глубже, как отдельный слой, чтобы водитель не отвлекался и не смотрел на него во время движения. С точки зрения дизайна экран как будто уходит вглубь передней панели. Для 7 серии это стандартное оснащение. Кто-то пользуется пассажирским дисплеем, кто-то нет. Но по крайней мере он не слишком отвлекает от дороги. Хотя выглядит здесь, возможно, немного необычно. А вы что думаете? И еще сюда интегрировали BMW Panoramic Vision. По-моему, это классная идея. Проекционный дисплей все еще есть и можно пользоваться. Но на самом деле острой необходимости уже нет. Идея была в том, чтобы приблизить мультимедийную систему к водителю. Да, мы, к сожалению, потеряли физические шайбы, но управлять климатом все же стало проще. Рука идет от руля прямо к кнопкам климата. При этом приборы вынесли дальше, чтобы взгляд оставался примерно в дальнем фокусе, ближе к дороге. Я считаю, это отличное решение. Скорость и другие данные видно очень хорошо. Если какие-то элементы раздражают, их можно убрать, оставить черный фон и только скорость. Такая настройка есть.
Мне кажется, такое разделение экранов по уровням лучше, чем когда все находится на одной линии. Иначе постоянно приходится переводить фокус на близкое расстояние, а руль еще может перекрывать приборы. Да, к новому интерьеру нужно привыкнуть. Но сама идея хорошая. Форма следует функции. Не все здесь было необходимо, это правда, но основная логика именно форма следует функции, и это, по-моему, плюс. Здесь у нас панорамная крыша со светящимися линиями. Она не открывается, и теперь тоже входит в стандартное оснащение. Единственное, что можно сделать, закрыть шторку. Конечно, салон все равно будет нагреваться сильнее, чем с обычной металлической крышей. И вот интересный новый элемент. Посмотрите, выглядит необычно, правда? Вот так. Да, смотрится любопытно. Почти как будто это не отделочный материал, а экран. Очень интересно. В этой машине точно постоянно находишь что-то новое. Выглядит вот так. Кстати, само сиденье очень мягкое и комфортное. У него довольно глубокая подушка, и для люксового сегмента это, конечно, очень приятно. И одно из отличий от недавно показанного обновленного Mercedes S-класса. Если хотите салон без материалов животного происхождения, в BMW это по-прежнему веганца, но без вентиляции, а в S-класс сделали тканевую обивку, как отсылку к самому первому S-классу в кузове 116. То есть не кожаный салон, это именно ткань. То есть салон без кожи в S-классе это именно ткань. Скоро мы протестируем оба варианта и расскажем о разнице. Но уже сейчас очевидно. Интерьер BMW более прогрессивный и футуристичный. Так, голосовой ассистент снова подал голос. А S-класс более сдержанный. При этом обе машины идут по одному пути. Экраны, 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 экраны. Экраны буквально везде. По комфорту посадки я бы сказал, сиденье в 7 серии чуть удобнее, чем в S-классе. Но тканевое сиденье Mercedes мне еще предстоит попробовать. На заднем ряду тоже есть изменения. Спереди можно выбрать два варианта. Вот это магнитный держатель для устройства Apple. Охлаждение, говорят, встроено в это маленькое кольцо вокруг него. Интересно. Но можно выбрать и классическую индукционную зарядную площадку для Android. Потому что иначе она бы просто не работала. Подстаканники спереди, двухступенчатые, адаптивные. Хотя, должен сказать, старое решение с подстаканниками лично мне казалось красивее. Физический регулятор громкости здесь все еще есть. Вот селектор, коробки передач, а центральный подлокотник, если честно, мог бы быть помягче. Но в целом нормально. Крышка открывается двумя створками, внутри есть немного места и два USB-C. А теперь подробнее о новой аудиосистеме Bowers & Wilkins. Здесь можно выбирать разные режимы. Мы уже немного ее протестировали. Звук действительно глубокий с отличным объемом. Все-таки 36 динамиков. Есть и 4D звук, когда сиденье вибрирует в такт музыки, если вам такое нравится. Я лично не самый большой фанат. В целом звук насыщенный и классный. Но надо сказать, недавно мы тестировали Burmester в Porsche Cayenne и в последних моделях Mercedes, и он все же на уровень выше. К тому же у меня было ощущение, что Bowers & Wilkins в Volvo как-то лучше настроен и интегрирован. Не уверен, возможно это субъективно. Мы еще проверим это в следующих обзорах Volvo и сравним. Но на данный момент Burmester для меня все равно выше. И еще раз вид от первого лица с водительского места. Руль, повторюсь, очень удобно ложится в руки, даже если дизайн спорный. Панорамник Vision растянулся слева направо. Самим экраном пользоваться удобно. Настройки автомобиля слева, внизу, как я уже говорил, блок климата. Эх, сюда бы физические шайбы. Домашний экран выглядит вот так. Есть и альтернативное главное меню. Здесь можно выбирать разные режимы движения. И что реально классно, теперь можно настроить собственный индивидуальный режим. О, например, с фоном собачкой. По ездовым настройкам теперь можно сделать так. Подвеску оставить в комфортном режиме, а рулю задать спортивное усилие. Теперь такая комбинация доступна. Интеграция Apple CarPlay выглядит вот так.
используется весь экран. Слева находится меню быстрого доступа ко всем функциям автомобиля. Отсюда, например, можно открывать двери по отдельности, а во время движения здесь появится и кнопка для быстрого отключения этого надоедливого европейского звукового предупреждения о превышении скорости. Кстати, у автоматических дверей есть одна действительно удобная функция. Водительскую дверь можно закрыть простым нажатием на педаль тормоза. Это, конечно, очень комфортно. А теперь задний ряд. Сиденья здесь тоже мягкие и удобные, пространство над головой еще есть, потому что в этой зоне крыша немного приподнята относительно передней части. Запас для ног, если бы я сидел сам за собой, стандартный для высокого водителя. И вот интересно реализовано управление окнами и шторками. Когда опускаешь стекло, кстати, двойное остекление есть и на задних окнах. Это очень важно для шумоизоляции. Но вот что я подумал. В Mercedes S-класса, когда поднимаешь стекло, той же кнопкой можно поднять и шторку. Здесь так не получается. Нужно заходить в маленький экран на двери и уже там нажимать на окно, чтобы поднять электрическую шторку. Мне кажется гораздо удобнее, когда все связано с обычной физической клавишей. Опустить шторку можно. Хотя, подождите. Интересно. Если слегка нажать кнопку, стекло сразу немного опускается. Да, похоже, стекло сразу идет вниз. Любопытно. Но функция в Mercedes S-класса мне нравится больше. Там оконной клавишей можно сначала точно отрегулировать шторку, а уже потом открывать само стекло. А здесь все равно приходится возвращаться к этому экранчику. Задняя шторка, конечно, тоже электрическая. Можно нажать «Открыть все» или «Закрыть все», такая возможность есть. И все же, если сравнивать с Mercedes S-класса, эргономика сидений в BMW на мой взгляд лучше. Сзади в 7 серии сидеть просто комфортнее. Теперь центральная консоль. Сдвигаем эту панель вниз, спереди открываются подстаканники. Дизайн с 4 точками. Выглядит довольно здорово. А здесь открываем еще одну секцию и получаем доступ к 2 USB-C. Внутри все тоже аккуратно обшито мягким материалом. Задвигаем крышку обратно. И забавная деталь, можно снять эту переднюю накладку. Вот так. И тогда отсюда открывается доступ к лыжному лючку, который ведет в багажник. Ну и конечно, дальше представительские функции. Возвращаемся в исходное положение. Во-первых, здесь обновили BMW Center Screen, управление через этот маленький дисплей на двери. Нажимаем театральный режим, и вот так экран плавно раскладывается сверху. У него новое программное обеспечение, плюс встроенный интернет-пакет на 2 года. Это значит, что отсюда можно пользоваться разными сервисами, включая YouTube. Раньше все по сути было завязано на Fire Stick. А теперь YouTube можно запустить прямо на заднем ряду. Это действительно удобно. И детям в дальних поездках такая штука наверняка понравится. Когда смотришь вверх, а не вниз в телефон, укачивает меньше, так что смотреть вверх хорошая идея. Единственный нюанс. Если переднее сиденье сильно отодвинуто назад, экран выезжает вперед и оказывается довольно близко к глазам. Это нужно иметь в виду. Теперь убираем экран обратно. Выбираем команду и готово, он складывается. И эта машина также оснащена представительским пакетом для задних пассажиров. Видите, подушка сиденья здесь сильно сдвинута назад, а снизу выдвигается опора для ног. И снова эту функцию приходится искать в меню. И тут возникает вопрос, почему для этого нет отдельной кнопки? Заходим в раздел сиденья, нажимаем сюда и процесс пошел. Я уже готовлюсь снимать обувь. Коврики здесь высоким ворсом, и это, конечно, всегда приятно. На ощупь они очень хороши. Вот нижняя часть уходит еще дальше. И здесь есть очень интересный факт. Если взять Mercedes S-класса, обычную короткую версию, длиннобазную, которая в США идет как стандартная, или даже Maybach, кстати, слушайте, повторяйте. Maybach. По-немецки. Так вот, у него колесная база еще больше, но даже версии Maybach, при моем росте 1,89 м или 6 футов 2 дюйма, я не могу полностью вытянуть ноги, совсем немного не хватает. А здесь, в 7 серии, переднее сиденье уезжает чуть дальше вперед, и я действительно могу полностью вытянуть ноги. Очень интересно, правда? Инженеры BMW нашли механизм,
который позволяет сиденью уехать действительно очень далеко. Посмотрите на эту опору для гулений. Она очень широкая, для ступни остается совсем небольшой зазор, и я могу полностью вытянуть ноги. Да, впечатляет. Кстати, если вы заметили вот этот чехол для смартфона. Раньше такое делал только Mercedes, а теперь и BMW начали использовать подобные штуки. Наши смартфоны запечатывают в специальные чехлы, потому что из закрытых секретных съемок постоянно происходят утечки. И чаще всего это не создатели контента. Обычно утечки идут откуда-то еще, но не от авторов. Нам самим выгодно соблюдать правила. Все работают по одному эмбарго, все публикуются в согласованный момент, и конкуренция получается честной. Нас это полностью устраивает. Но когда утечки все равно происходят, где-то на стороне, нам тоже приходится соблюдать дополнительные ограничения, поэтому смартфоны прячут в такие чехлы, чтобы мы не могли сделать фото и сразу выложить его в сеть. Хотя я бы, конечно, все равно так не поступил. Но правило есть правило. Вот почему в салоне появляются такие странные штуки. Выглядит так, будто с ним еще и плавать можно, да? Да, надеюсь, до этого не дойдет. Если вы останетесь верны авточувству, подпишитесь и продолжите нас поддерживать, то, надеюсь, нас не заменят роботы с искусственным интеллектом. Здесь невероятно комфортно. Для меня это, пожалуй, идеальная конфигурация представительского заднего ряда. Я даже не могу вспомнить другой представительский седан, где сзади было бы настолько удобно, говорю как есть. И эти специальные подушки на подголовниках тоже из микрофибры. Этот материал, кстати, намного приятнее для кожи, чем сама кожа. Надо признать. Так что представительское исполнение здесь сделано очень хорошо. Кстати, интересный механизм ISOFIX. Поднимаете эту панель, получается доступ к креплениям. Затем тянете обратно, и все плотно возвращается на место. Любопытно. Раньше такого решения я не встречал. Теперь багажник. Наш дорожный чемодан легко помещается сюда даже вертикально. Так что отсек на самом деле не такой уж плоский. Ширина между колесными арками около 90 см или 36 дюймов. Ближе к краю проем становится шире. Стандартная длина 1 метр 16 см или 46 дюймов. Высота 55 см или 22 дюйма. И вот здесь видно тот самый небольшой лыжный лючок, через который можно перевозить длинные предметы. А вот и второй автомобиль, который мы подготовили для вас. Прежде всего цвет Tanzanite Blue, но особенно здесь специальные двухцветные краски. Нижняя часть матовый Tanzanite, верхняя глянцевый металлик. Мы уже обсуждали это здесь. Лично я не самый большой поклонник такого сочетания. Возможно, вам понравится. Илья говорит, что смотрится отлично, но я так не считаю. В общем, это исключительно вопрос вкуса. Перед нами M760E. Это топовый подключаемый гибрид, 571 лошадиная сила и разгон до сотни за 4,3 секунды. Решетка похожая, но здесь внутри уже есть шильдик M. Небольшое отличие для версии M Performance. Подсвечиваемая фирменная решетка. M цвета снова на месте, и теперь можно посмотреть, как этот передок выглядит в другом цвете. Посмотрим на профиль. Среди дополнительных элементов в зеркаловом стиле с характерными рожками. С точки зрения аэродинамических шумов на высокой скорости это, наверное, не лучшая идея, надо признать. Также здесь есть логотип M на крыле и специальные 22-дюймовые колеса. Это максимальный размер для этой модели. Сзади снова видны новые вытянутые фонари. Да, здесь немного тесно, другая локация. Шильдик M760E и черный спойлер на крышке багажника. Отсюда снова хорошо видно разницу между глянцевым металликом сверху и матовой краской снизу. Интерьер здесь тоже немного другой. Давайте заглянем. Автоматические двери тоже есть. Ну вот, сработало. Внутри интересная смесь ткани и шерсти. Она доступна и на дверных картах, и на сиденьях. Здесь же установлен M-Sport руль со спицами в нижней части. Мы уже знаем его по X3. Этот руль выглядит, скажем так, немного привычнее, чем вариант с вертикальными спицами. По подключаемому гибриду. Зарядка только переменным током. Батарея 18,7 кВт-часа.
Для гибрида это действительно очень мало, лишь чуть больше, чем раньше. Так что серьезных изменений здесь нет. Ну, что за тур? Теперь цены. Минимум 120 тысяч евро. Если выбрать более дорогой силовой агрегат, легко получится 160 тысяч евро. И это без опций. Например, у этой машины не самый дорогой мотор, но если добавить много дополнительного оснащения, цена запросто уйдет в район 200 тысяч евро. Так что перед нами, конечно, снова вершина автомобильного люкса. Если сравнивать с Mercedes S-классом, то я, возможно, один из тех редких людей, кому нравится внешность обеих машин, и 7 серии, и S-класса. Думаю, с этим обновлением 7 серия стала чуть менее уникальной. Но в хорошем смысле. До рестайлинга она, возможно, была даже слишком уникальной, а теперь выглядит чуть элегантнее и сдержаннее. Именно для 7 серии. Что вы думаете, напишите в комментариях. Интерьер после обновления в стиле Neue класса, вдохновленный X3 и i3, стал совсем другим по сравнению с S-классом. С одной стороны, здесь сильнее работает принцип форма следует функции, дальний Panoramic Vision и мультимедийный экран ближе к водителю. В этом есть логика. Руль очень удобно контролировать. Да, о его дизайне можно спорить, с этим я полностью согласен, но можно выбрать и другой вариант. По моим ощущениям, сиденье здесь мягче, комфортнее и лучше по эргономике, чем в S-классе, и спереди, и сзади. И представительский задний ряд тоже реализован лучше. Представительский задний ряд реализован лучше. Да, звучит как скороговорка, правда? В общем, задний ряд в 7 серии сделан лучше, чем в S-класс. Вот так, простите. Потому что он чуть длиннее и удобнее с точки зрения эргономики. С другой стороны, некоторые интерфейсные решения в S-класс лучше, особенно сзади. Там есть отдельные кнопки для управления креслом, окнами, шторками и так далее. У S-класса также более продвинутое полноуправляемое шасси. Задние колеса поворачиваются на больший угол, и это очень помогает при выезде из тесных подземных паркингов. Конечно, нам еще нужно поездить на рестайлинговых версиях, но до сих пор S-класс был чуть тише на высоких скоростях на автобане. Хотя у этой машины тоже есть двойное остекление. Посмотрим, как обновленные S-класс и 7 серия сравнятся в этом плане. Если говорить о вариантах без материалов животного происхождения, у 7 серии это сиденье веганца. Они выглядят также тоже очень мягкие, но, к сожалению, недоступны с вентиляцией. В S-класс Mercedes сделал ставку на тканевое сиденье. Это тоже очень интересный подход. В Германии он может хорошо сработать, а вот в Северной Америке и Азии, возможно, не так сильно. Но здесь есть наследие первого S-класса в кузове 116, и мы обязательно будем держать вас в курсе. И, конечно, у брендов разная стратегия. У BMW 7 серия и i7 имеют один и тот же облик и одну платформу, а у Mercedes S-класс отделен от EQS, стиль которого нравится далеко не всем. Это фундаментальная разница. Но для меня обе машины все равно вместе остаются королями люкса. И если честно, нет особого смысла подниматься выше к ультралюксовым брендам, потому что как автомобили они часто хуже. S-класс и 7 серия по-прежнему на вершине своего класса, по крайней мере на мой взгляд. Они отлично едут и предлагают очень сильные решения в интерьере. А что думаете вы? И теперь самое время сравнить обновленный S-класс. К тому же совсем недавно у нас был даже Maybach.